В этом видео мы вяжем с вами сумку квадрат. Прежде чем приступить непосредственно к вязанию, нам нужно с вами определиться с параметрами, с размерами нашей сумки. Кто-то любит сумки побольше, кто-то поменьше, а кому-то и вовсе не идут, например, большие сумки. Просто комплекция не позволяет носить либо большую сумку, либо маленькую сумку, потому что это выглядит комично. Поэтому и предлагаю вам начать с расчета размеров сумки. Так, я здесь схематично начертила сумочку, которую мы с вами будем вязать. Это сумка квадрат. Немножко забегая наперед, я покажу, как мы будем располагать детали. Вот таким вот крестообразным способом. И уже заранее зеленым стержнем я начертила очертания небольшие. Вот, например, вот это вот дно у нас, да, и зеленым еще отметила стороны, которые у нас будут вершинами нашей сумки, да, вот этой вот частью. Эта вот линия, она определяет у нас с вами ширину нашей сумки. Допустим, мы хотим ширину нашей сумки 44 сантиметра. Ширина нашей сумки состоит из диагонали. Вот я их тоже отмечу, эти диагонали. Поскольку у нас ширина сумки 44, у нас две диагонали здесь расположены, мы делим на 2 и получаем нашу одну диагональ. 22 сантиметра. Поскольку у нас полотна будут вязаться, начинаться вязание с короткой части, да, то есть мы будем набирать количество петель по короткой части, не по длинной, то, соответственно, нам нужно, собственно, узнать, сколько же сантиметров нам нужно набрать вот в эту вот часть. Да, сколько вот эта часть будет по итогу составлять, чтобы у нас получилась ширина 44 сантиметра. Я все упростила до максимального, вам только подставить значение. Значит, вам нужно, чтобы найти вашу диагональ, вот С у нас равна 22, возвести в квадрат, разделить на 2 и извлечь из этого корень. Здесь вам калькулятор в помощь. Давайте я запишу, как это выглядит в числовом варианте, например. Да, мы извлекаем корень из 22 в квадрате, деленное на 2. В моем случае с диагональю 22 сантиметра вот эта вот часть, она получается примерно 15,5 сантиметров. Мы округляем с вами до десятых. Я уже определилась, сколько мне нужно набирать петель, чтобы получилась ширина сумки 44 сантиметра. Далее, второй важный показатель – это, естественно, высота нашей сумки. Что нужно сделать, чтобы получилась сумка вот такой формы, как у меня нарисовано. Ребра все, вот это 22 сантиметра. Полезная высота будет 22 сантиметра. Но также у нас есть и пройма, да, которая образуется от вот этих вот вершин. Что нам нужно сделать? Измерить вот эти вершины. Это очень просто. Если мы представим, что это наше вот такое вот полотно, вот эта часть, мы ее немножко продлеваем, да, и вот у нас получается наше полотно. И, соответственно, вот она наша одна часть, да, которая образует квадрат, то есть вот у нас вот эта часть, да, вот этот вот квадрат. И вторая диагональ тоже у нас образует квадрат. Это у нас квадрат, соответственно, вот диагональ, и вот у нас вторая диагональ. И насколько мы знаем, что в квадрате диагонали делятся ровно четко пополам. Соответственно, вот у нас место пересечения, вот нас интересует вот эта вот позиция. Соответственно, поскольку у нас диагональ 22 сантиметра, да, то, соответственно, полдиагонали это 11 сантиметров. И у нас высота получается 22 плюс 11, получается 33 сантиметра. Мы с вами набираем 15,5 сантиметров ширины полотна. И по высоте это 3 ширины. Соответственно, мы умножаем с вами 15,5 на 3, и у нас получается с вами 46,5 сантиметров. Если же вы хотите, чтобы форма вашей сумки была чуть более вытянутая, чтобы полезный объем был больше, высота полезная была больше, то, соответственно, вы просто добавляете некоторое количество рядов. Пожалуй, на этом все. Я думаю, что понятно объяснила этот момент с определением размера. Если какие-то вопросы возникли, вы всегда мне можете написать в комментарии, и я с удовольствием вам отвечу. И в следующей части мы с вами уже приступаем непосредственно к вязанию.